Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сразу бы хотелось начать с такой актуальной темы, как и с чего начать свой творческий путь начинающему художнику. Скажу сразу, что я не профессиональный художник, однако опыт у меня все-таки заимелся. Так как я не ходила ни в какие художки, поэтому про какое-то основное базовое образование сказать не могу. Но, понятное дело, вам будет намного легче, если у вас есть какая-то основа. Это будет просто лишь плюсом вам и будет легче начать рисовать. Я начала рисовать лет с 8, и я не знаю, я рисовала все подряд, но больше всего я любила рисовать такие журналы, где я могла придумывать разные сюжеты, комиксы разных персонажей. Раньше еще продавались такие в киосках с Monster High. Да, суть в чем? Это в том, что изначально вам могут понадобиться какие-то минимальные навыки, которые вы быстро разовьете и без специальных школ художественных. И первый мой совет — это попробуйте разные стили, техники, материалы, чтобы найти свой какой-то стиль. Может, вы постоянно думали, что вам нравится и хочется работать только в диджитале, но вам больше понравилось рисовать соусом. Никогда не надо бояться ошибаться, ведь постоянно в любом начинании сразу никогда ничего не получается. Может и получается, но нет. На начальном этапе по большей части все зависит от вашего упорства и желания. Второе, что я могу посоветовать, это начинать с простого. Но это для тех, кто только-только начинает рисовать и никогда этого не делал. Стоит посмотреть какие-то обучающие видеоролики, а также очень много практиковаться. К примеру, вы хотите рисовать персонажей, вы же не будете сразу, сходу правильно их рисовать. Для начала хотя бы нужно изучить, не то что анатомию, хотя бы просто пропорции человека, чтобы потом их можно было уже стилизовывать и выдавать свой собственный стиль. Третий совет, наверное, один из важных, по моему мнению, это то, что нужно учиться от других художников. Смотря на их работы, вы изучаете разные техники, стили и подходы к рисованию. Также помогают, я не знаю, на самом-то деле, помогает это сильно или нет, просмотр спидпейнтов. Не знаю, я только ими вдохновляюсь и бегу сразу рисовать. Но я думаю, все равно это чем-то помогает. По крайней мере, ты видишь, как художник рисует, наносит штрихи. Также вы должны понять, вы будете рисовать чисто для себя и никому никогда не показывать ваши работы, или же вы хотите рисовать такие рисунки, чтобы потом можно было их выставлять в свои соцсети. Потому что если вы собираетесь выставлять свои рисунки в соцсети, вам нужно быть готовым к критике, хейту и всех возможных обсирательств в вашу сторону, потому что с этим сталкивался каждый художник, и просто нужно быть к этому готовым. Принимать только конструктивно обоснованную критику. Потому что если вы будете слушать таких диванных экспертов, которых когда-то я слушала, после чего на полгода могла забросить рисование, думаю, случится что-то подобное. Потому что маленький, неокрепший детский ум очень сильно поддается воздействию извне, и поэтому все, что может сказано быть в интернете, он воспримет как правду, обидится на весь мир, закроется и вообще ничего больше не будет делать. Увы. Поэтому вам нужно принимать и анализировать только обоснованную критику, ведь иногда, конечно, могут быть очень ценные советы, которые вам, наоборот, помогут. А уже после того, как вы определились, где, как и что вы хотите рисовать, дело остается за малым. Просто постоянная практика, постоянные рисунки, насмотренность, также просмотров туториалов, разных этих видеоуроков, которые действительно в открытом доступе есть, и каждый может посмотреть и выучиться буквально, не знаю, за месяц. Ладно, что-то загнуло за месяц, но принцип и смысл, я думаю, понятен. Сначала будет очень сложно,
потому что когда вы только учитесь, вы еще ничего не понимаете, думаете, блин, как сложно, и вот через какое-то время можете даже забросить. Но если вы перебороли себя, как и я, то с каждым днем, с каждым рисунком ваш скилл будет увеличиваться, ваша самооценка повышаться и настроение улучшаться. Но я очень в это верю, потому что сколько бы я ни рисовала, мне очень редко нравится результат. И это тоже большая проблема. Недооценивание своих работ, потому что нету определенного стиля. Стиль каждый рисунок меняется. Я думаю, это еще, наверное, одна больная тема художников в принципе, диджитал-художников. Найти свой стиль, потому что что бы ты ни рисовал, но лично мне кажется, что я просто копирую чей-то стиль. Но думаю, про стиль я сделаю отдельное видео, потому что это уже накипело, это невозможно. Я думаю найти таких же, как и я, чтобы мы справились с этим вместе. Ну что ж, это было такое небольшое ознакомительное видео, где я рассказала такие основные советы, которые бы я могла дать начинающим художникам. Спасибо, что досмотрели это видео. Всем удачи и всем пока!